Всем привет, гараж 108, город Омск, любительская диагностика. У нас двигатель 3MZ Lexus RX 330, значит, с проблемой. Тут у человека мотор неровно работает, что-то, чего-то, кого-то. Значит, меняли, говорит, ремень ГРМ. До этого, ну, непонятно, после замены ремня, не до замены. Интересное здесь проявление. Крутим стартером. Вот, то есть у нас вот так вот это все дело, значит, на слух слышно. На осциллограмме это выглядит вот так. То есть у нас явно проблема с железом, явно у нас, значит, разнобой, причем разнобой хороший. Сделал я на ней тест эффективности, значит, эффективность выглядит вот таким образом. Двигатель шестицилиндровый, значит, очень сильный разброс по цилиндрам, очень сильный. Вот они все разбежались во время работы. Ну, тут искать что-то другое, смотреть бесполезно, пока не будет приведено в порядок железо. Что необходимо сделать? В первую очередь скрыть крышки клапанов, промерить зазоры. Вот, привести их в норму. И я бы еще при разобранном моторе дунул бы пневмотестером, проверил бы состояние цилиндра поршневой группы. Потому что прецеденты уже были, когда клапана в норме, а поршневая у нас изношена. Причем изношена неравномерно, в шахматном порядке. Был у меня один такой 330 в моей практике. Вот, сейчас соберу, покажу, как мотор работает на заведенную, на что была жалоба. Все, собрал периферию. Сейчас на камеру посмотрим, как она запускается. Заводим. Веселый ракатун. Ну, понятно, мотор маленько подостыл. Но все равно слышится и звук работы, и неровная сама работа мотора. Сканер здесь не подключаю, смысла нет. Здесь надо сперва разобраться с железом, а уже смотреть какой-то датчик. Вот. Но, собственно, картина ясна, фронт работы ясен. Потом с разбором впуска есть смысл дунуть пневмотестера уже после регулировки клапанов. Пока будет доступ, посмотреть состояние цилиндра поршневой. Жалоба также есть на расход масла. Кстати, давайте посмотрим вот это. Ну, здесь вроде тихо. Дыма нет. Но владелец жалуется, что на 8000 километров 2 литра масла съела. Вот он чуть-чуть выходит уже с прогревочных на рабочие обороты. И вот такая картина мотора у нас происходит. История с Lexus имеет продолжение в виде моторного ремонта. Ну, естественно, у нас здесь красивое состояние двигателя по нагару. Значит, тут у нас, опачки, сейчас попробую показать, замечательная шейка с бороздами. Тут прям ноготь упирается. Далее у нас постель распредвала такая же. Ну, здесь просто вал снятый, поэтому видно. Такая же замечательная. В общем-то, состояние второй головы, естественно, аналогичное, что первой. По зазорам, значит, ну, естественно, в первую очередь проверили зазоры в клапанах. По зазорам получилась картина у нас следующая. Табличечку мастер составил, моторист. Ну, вот можете видеть, особо зажатых не было. Вот та картина, которая датчиком разряжения на прокруте у нас выдавалась, она происходит не от клапанов. Далее, что здесь еще интересно? Ну, соответственно, впускной коллектор весь был в масле. Здесь вот света недостаточно не видно. Там, ну, на дросселе проставки, на проставке осталось масло. Впускной коллектор весь в масле. Соответственно, у нас картерные газы. Ну, при таком состоянии двигателя, конечно, удивительно, если бы их не было. Далее, ну, вот кулачки видим, что сзади в нагаре не протерты. Грохот при запуске был в том числе и вот из-за такого момента. В тисках зажаты два распредвала. Вот этот дальний с выработкой на шейке, это распредвал с данного Lexus. Вот этот распредвал, который почище, получше на вид,
Это распредвал с другого автомобиля. Здесь муфта исправная, здесь муфта с неисправностью. Неисправность заключается в следующем. Прошу вас. Муфта с фиксацией в начальном положении. В данный момент она зафиксирована. Попробуем расфиксировать ее. Все, вот. Оп. Расфиксировалась. Вот, муфта расфиксировалась. Вот она шевелится. Все отлично. И вот она зафиксировалась. Руками сдвинуть ее невозможно. Вторая муфта неисправная. Вроде бы она что-то там защелкнулась, но вот она элементарно руками двигается. Плюс вот так вот она чавкает. Соответственно, грохот давала в том числе и она. Вот эта муфточка замечательная. Выработка здесь также прекрасно заметна. Кстати, еще такой нюанс. Вот сама муфта цветом отличается, почищена. И соответственно посмотрим муфту, которая на передней голове. А здесь муфта вся в лаке. Осмелюсь предположить, что та муфта, возможно, даже и не родная, а то может быть и распредвал, а может быть были какие-то работы. Но по цвету они отличаются. С одного и того же мотора распредвалы, по цвету они разные. Далее, что тут интересно? Да, что тут интересно? Все в нагаре. Посмотрим. Так, ну здесь у нас, естественно, там все в масле. Там даже не интересно смотреть. Там непонятно, текут сальники, не текут, потому что весь впуск в масле. Далее заглянем видеоиндоскопом, значит. Просмотрим. Все не будем цилиндры смотреть здесь. В этом нет необходимости. Переднюю голову просмотрим. Я уже просмотрел цилиндры, просто я знаю, что там. Ну, для зрителей снимем, сейчас покажем состояние двигателя изнутри. И пробежимся пневмотестером по передней голове, так уже для общей картины. Хотя здесь и так уже все понятно. Вот одной выработки на шейке распредвала уже достаточно. И утечка масла по муфте, соответственно. То есть, о чем тут говорить. Ну что, сделаем видеоэндоскопию. Второй цилиндр. Поршень внизу. Заглядываем. Картина ожидаемая. На поршне нагар, причем вот этот, видите, нагар, который уже серым цветом отдает, это толстый слой угольного нагара, который дает калильное зажигание. Что такое калильное зажигание, я показывал на своем канале. Далее, конечно, все красиво и интересно. Вот край поршня у нас намытый. Это масло выходит из-под поршня вверх просто лошадиными дозами. Практически уже рекой. Поэтому край поршня отмытый. Вот видим даже группа у него, циферки 57. Далее, что нас интересует? Поршень-то поршнем, понятно. Нагар, все дела. Так. Давайте посмотрим стенки цилиндров. Стенки не имеют следов хона вообще. Даже намека нет. Даже нет намека на хон. Вертикальные риски есть. Вертикальный хон. Жестких задиров не наблюдается. Ну и стенок цилиндров здесь уже нет. Смотрим вверх. Верх у нас кошмарный. Соответственно, впускные клапана мокрые, потому что картерные газы давят у нас весь впуск мокрый. Выпускные. Вот один. Вот второй. Ну, понятно, здесь как-то более-менее. Что-то тут. Вот смотрите, как интересно нагар отваливался. Вот край клапана. Толстый слой нагара отваливался. И все это выглядит весьма интересно. Так, посмотрим. Ну, здесь, естественно, у нас также все без хона. Лысые абсолютно цилиндры. Такая вот картина. Это был второй цилиндр.
Сейчас вниз выставлен 4-й цилиндр. Идем по четной голове. Смотрим в него. Так. Ну, поршень сверху, это по центру с колодца масло капнуло. Соответственно, на поршне нагар. Здесь у нас область намытости. Понятно, ожидаемо. Здесь, соответственно, тоже нагар. По стенкам цилиндра картина абсолютно аналогичная. Хона не наблюдается. Вытертые наглухо цилиндры. Ну и вертикальные риски. Картина маслом. Смотрим вверх. Вверх. Впуск, разумеется, в масле. Другого здесь и не будет. Выпуск в толстом нагаре. Вот один выпускной. Вот второй выпускной. Все замечательно. Верхняя часть цилиндра смотрим. Также ни грамма хона, только вертикальные риски. Вот она красота. Ну, хотя вот одна рисочка хона видна, вот она. Но это самая глубокая, самая толстая. А вот вертикальная полоса какая хорошая, борозда. Да, цилиндры в отличном состоянии. Думаю, еще походят. Дошли мы, значит, до четвертого уже заговорился, до 6-го цилиндра. Давайте посмотрим. Может, там у нас что-то будет по-другому. Хон еще останется. Так, ну вот я уже вижу, что по-другому, да. Поршень у нас мокрее. Нагар уже не серый, он просто мокро-черный. И области намытости здесь нету. Да, вот это, наверное, еще хороший цилиндр. Еще, видите, даже не намыло. Так, а где у нас хон? А хона у нас также нет. У нас вот вертикальные рисочки. Отлично себя здесь чувствуют. Хона, разумеется, нет. Цилиндры лысые. Абсолютно. Так. Даже глазу не за что зацепиться. Отличное зеркало. Отлично. Это вот опять рисочки. Так, смотрим вверх. Что тут покойника разглядывать? Так, ну вот у нас эти опять рисочки всевозможного плана. Вот они, вот они. Хона нету. Ну нету его, от слова совсем. Так, вверх. Ну, естественно, у нас все клапана мокрые. По-другому здесь не может быть в данном случае. И вот опять мокрые. Вот у нас выпуск. И вот у нас еще один выпуск. Видите, даже выпускной клапан даже стал отмывать маслом. У него нагар наполовину отвалился. Отлично. Отлично, отлично. Да уж. Ну и давайте пневмотестнем его. Как-то ему... Еще. Как-то ему весьма плохо. Дуется напропалую в картер. Да в картер она, вон, слышно. Ну, компрессор маленько подсдутый, ну и так уже понятно, что не будет этот цилиндр держать. Эта машина до того забавная, что тут даже не нужен пневмотестер. Я просто вот беру шлангочка, просто в нее дую. Я дую просто ртом, вот беру просто своими легкими, дую туда, и она уже шипит. Сейчас, ну давайте пневмотестер подключу. Так, на камеру. Ну-ка, покрути. Давай лампу. Ну, напропалую, просто вот сквозняк, галимый сквозняк. Да все, сдувай, бесполезно.
На глушняк дуется. Ну куда? Куда, блин? Ну вот смотрите, давайте еще раз. Кулачки у нас стоят все, ну, клапана закрыты. Вот, кулачки в этом положении, чтобы мне просто не было домыслов, что мало ли я там оставил незакрытые клапана. Но вот опять та же картина. Просто вот дую ртом. Здесь даже пневмотестер не нужен с этим автомобилем. Просто вот элементарно. Я думаю, на камеру все слышно. Ну, ребята, блин, ну 3 цилиндра подряд я ртом продуваю. Ту голову вообще нет смысла смотреть. В общем, давайте подытожим. Смех смехом. Автомобиль печальный, двигатель точнее этого автомобиля. Распредвалы с износом, цилиндры с катастрофическим износом. Колец там уже нет, масло жрет, муфта стучит, еще что-нибудь еще там похоже стучит. Печально все это выглядит. Соответственно, кого тут ловить? Тут, если мотор ремонтировать, тут очень и очень это все дорого станет. То, скорее всего, проще его будет поменять. Что будет делать хозяин, это его уже будет личное дело. Ну, тут все, приехали. Мотора нет, от слова совсем. Вот это, конечно, вот. Ну все, с этой машиной уже точно все. Всем пока, гараж 108, город Омск. Приезжайте ко мне на диагностику, будет вот так классно, здорово, весело.